Как колдун шаманит. Турка называется. В принципе, салатик, ну, тут креветки я вижу, кальмарчик, мидии. Садовники здесь хорошо работают. Смотрите, как ровненько пострижены кустики. Очень красивые, очень ухоженные. Все сделано. Такой променад, кстати, очень длинный. Здесь еще передвигается машинка. Или машинки для тех, кому лень топать в жару ногами.
Понятно, сегодня ситуация лучше. Сегодня у нас мясо, яйца какие-то запеченные, овощи, курица, фри. Ну вот, на следующий день обед гораздо лучше, чем день съемки. Поэтому, видите, не все так однозначно. Ну вот, сегодняшний обед мне на порядок больше нравится, именно в плане выбора. Потому что вчера что-то как-то совсем было очень печальненько. Как вас, А что есть что? как вас зовут? Вот Ахмед нам принес виски, ром. Попробуем. Ты знаешь? Крепко? Крепкий. Ну вот, Не а ты пожалел. говоришь, видишь, не разбавленный. Нет. Ну, у них сам по себе он слабенький, но этот какой-то крепкий. Дай-ка я ром попробую. А ром слабенький. Да. Вот виски крепкий реально. Ну как тебе Странно. сегодня обед Смотри, понравился? какие оливки. Да, большие, да? Я таких больших еще не видел. Как тебе обед тут понравился? Сегодня лучше, чем вчера, однозначно. Выбор лучше, вкуснее. Все божественно, я бы сказал. Виски меня удивило, кстати. Обычно оно очень слабенькое. Сейчас очень крепкое. Не разбавленный. Вот сегодня обед на порядок лучше, чем был вчера. Ну, вчера был единственный день такой косяковый. Так обычно обед не хороший. Курица, как ни странно, не сухая. Она с корочкой и внутри очень сочная. Скорее всего, может другой повар делал, может по другим рецептурам. Пришли к концу дня, точнее к концу обеда, и думали, тут уже объедки будут. Как ни странно, нет, объедок нет, и подносят все равно свежее блюдо. Поэтому 5 баллов, все отлично. Ну ты бы вернулся сюда? Нет, ну, однозначно, здесь меня все устраивает. Поэтому я просто говорю то, что вижу, как бы не привираю ничего. Как есть, так и говорю, поэтому объективное мнение. Вот и все. Так что, да, однозначно, здесь хорошо.
Сегодня у нас ужин в Ля Карт ресторане. Пришли к 8, 40 минут ждали, вот нас начали обслуживать. Дали нам такой супчик с морепродуктов, с мидиями Давайте покажу. и закусочки. Я, честно говоря, уже не помню, что мы заказывали, но в основном морепродукты. Смотри, в супчике вот такая креветочка большая. И мидия большая. Вот такая вот. Вот, смотри, супчик с морепродуктов. Но он очень сильно перченый, такой прямо аж горит. Да, термоядерный. Сейчас принесли салатик. Ну, тут вот креветки я вижу, кальмарчики, мидии, мясо. Это телятина. Телятина с картошкой. И мне рыбу с картошкой фри принесли. Вот, кстати, хохотон, наверное, сухарики очень вкусные. Стейк оказался довольно-таки резиновым, так что так себе. А рыбка, кстати, очень ничего. Это семга. Мне принесли тирамису. Ну, хочу сказать, что тирамису это уже достойное блюдо. Покушать. Вкусно, да? Да. Ну, хоть что-то радует. Да. Короче, после первого десерта, как жене принесли, мы, наверное, полчаса сидели, ждали второй десерт, но не дождались. Спросили, они, оказывается, про него забыли. Вот и все. И тут в качестве презента, я так понимаю, нам принесли просто фрукты, чтобы мы немножко не соскучились. Поэтому ждем еще один десерт, пока про него не забыли. Вот принесли йогурт. Это, по сути, просто взяли йогурт баночный, перевернули и выложили. Вот йогурт с фруктами. Ура! Десерт готов, который я ждал полчаса. Извините за неудобство, просто прошу прощения. У нас здесь 1 килограмм креветки за $10. Любую бифа за $2. Любую вещи, суп, манго, гуава, клубника, апельсин за $2. Плюс, что у нас есть фокус-шоу, смеящего танец живота, парни танцуют, русский мюзикл, движуха, барматуха. И подниматься ваше настроение. Вся эта программа бесплатна, без истога налог, без обеспечения, без ничего. У нас нет таких климатоволнений. Все, что Автобус уже ждет. Спасибо. Откуда из Украины? Беларусь. Беларусь. Правда же? У меня жена была с вашей стороны. Сейчас буду нас угощать кофе. Пока мы тут духи выберем, так мы тут упьемся и кофе, и каркады. Да, каркаде это наша традиционная гостеприимство чай. И кофе это специально. Не всем клиентам, только хорошим клиентам. Так отборно. Как колдун шаманит. Ха-ха, турка называется. Вот взяли масло Рамзес II, мужской. И чего там? Арабская ночь, женский. А Запахи, еще конечно. от морщин. Все, жена будет молодая и красивая. Да, да, точно. Ну вот, приятный дядька с улыбкой на лице, гостеприимный, конечно. Все хорошо. Развел нас немножко. В общем, вот эти вот масла а-ля духи в железных банках, они стоят в 2 раза дороже, чем в стеклянных банках. Там банки такие литровые на разлив, они там формируют
вкусы, всякие запахи. На самом деле и там все это одинаковое. Просто, ну, такая а-ля реклама. В железной банке там все круче. И при разливе, значит, минимальная доза этой туалетной воды, этого масла 15 мл. И он такие заготовленные флакончики достает, туда наливает. На самом деле эти баночки, они по 5 мл. Но он с пеной у рта, с улыбкой на лице доказывал, что это 15 мл. Так что в этом плане очень аккуратно разводят на каждом шагу. Поэтому повнимательней. Ну и на финал давайте насладимся подводным миром Египта. Подводным миром Красного моря. Все, всем удачи, пока.